Глава 1456. Муцин и кровавый змей. Но больше всего Лэйлань и остальных шокировало, так это то, как Хань Ли столкнулся с двумя могущественными врагами, с легкостью убив одного и заставив другого в страхе убежать. Трое не знали, что кровавые марионетки на самом деле были так же сильны, как низкоранговые великие генералы, иначе они были бы шокированы еще больше. Другие демоны больше не появлялись. Хань Ли проводил это время, помогая своему духовному зверю на последнем этапе его продвижения, в то время как Лэйлань и компания восстанавливали свои силы в духовной карете. 2 часа спустя с земли вспыхнул ослепительный белый свет, и раздался рев, напоминающий какофонию дракона и тигром. Рука Хань Ли была окутана этим белым светом, и он изменился в лице. Его фигура расплылась, и он улетел прочь, оставляя цепочку остаточных изображений. Сразу после этого из белого света вылетела золотая фигура. Она закружилась в воздухе, раскрывая фантом 30-метровой длины. Его тело сверкало золотыми чешуйками, покрывающих его тело. Это был золотой киринский леопард. Хотя киринский леопард был всего лишь фантомом, он поднял голову и величественно взревел, выпустив в воздух поразительное давление. Даже Хань Ли, который изначально стоял твердо на земле, невольно пошатнулся назад, изменившись в лице. Однако вскоре фантом исчез. Из белого света внизу появился маленький зверь. В настоящее время киринский леопард не сильно отличалась от прежнего, но теперь на его мехе появились золотые полосы, а глаза сияли серебряным светом. Во вспышке белого света киринский леопард исчез со своего первоначального местоположения. В тот же момент Хань Ли почувствовал легкую тяжесть на груди и что-то мягкое. Опустив голову, он увидел, кто леопард, который недавно совершил прорыв, прыгнул ему на грудь. Тот смотрел на него своими очаровательными глазами и лизнул тыльную сторону его руки своим розовым язычком. Хань Ли безмолвно проверил маленького зверя своим духовным чутьем, и вскоре его лицо засияло от радости. Как и ожидалось, маленькое животное преуспело в своей культивации и было на стадии божественной трансформации. Благодаря врожденным способностям зверя и его родословной Кирин он оказался намного сильнее, чем другие звери того же ранга, что сделало его ценным помощником. Маленький зверь зевнул в объятиях Хань Ли, выглядя очень усталым. Его недавний прорыв был для него довольно трудным, и ему нужно было быстро отдохнуть. Взмахом руки Хань Ли достал красную лекарственную таблетку и положил ее в рот зверю, а затем погладил его. Затем во вспышке лазурного света зверь исчез обратно в свой браслет для хранения, где он крепко уснул. Трое в экипаже бессознательно переглянулись между собой, увидев фантом Кирина, и на их лицах появилось выражение благоговения. Хотя племя летающих духов верило в истинный духовных птиц, Кирин и другие существа почитались другими племенами, поскольку они были существами ранга истинного духа. Они были по-настоящему потрясены тем, что у духовного зверя Хань Ли была родословная истинного духа Кирина. В этот момент лицо Хань Ли дрогнуло, и он взмыл в воздух лазурной полоской. Из земли вылетели полоски радужного света, и изо всех окрестностей поднялись флаги и пластины формации. Собрав все инструменты в рукав, 10 малиновых столбов, появившихся из-под земли, полностью исчезли. В лазурной вспышке Хань Ли появился внутри духовной кареты и спокойно сказал: «У нас мало времени. Давайте как можно быстрее перейдем на 3-й уровень». Байби и компания кивнули в знак согласия. Затем Хань Ли топнул ногой по полу, приказывая ей устремиться вперед. С несколькими белыми вспышками карета расплылась и исчезла в темноте. На самом глубоком уровне земной бездны, в тот момент, когда 3 кровавые марионетки были уничтожены поглотившим небесное пламя духом, человек в малиновой мантии, сидящий в потайной комнате в горе, внезапно что-то почувствовал. Он открыл глаза и вскрикнул. В его глазах мерцала злость. Мои кровавые марионетки истреблены вместе с моими нитями духовного чутья. Как это может быть? Неужели кто-то другой решил забрать мою награду? Мужчина погладил подбородок и пробормотал: «Боюсь, что отправить больше марионеток уже поздно. Я не позволю жалкому духовному существу заставить меня лично подняться на более высокие уровни». Спустя некоторое время он взмахнул рукавом и выпустил жемчужину света. Тот закружился в воздухе и завис перед ним. Затем он сделал жест заклинания и указал на жемчужину свободной рукой. Тот сразу же вспыхнул малиновым светом и начал тихонько гудеть. В конце концов, холодный женский голос сказал: «Ди Сюй, зачем ты связался со мной?» Голос говорил без тени вежливости. «Хе-хе, я хочу совершить обмен с госпожой Муцин». Мужчина в малиновой мантии усмехнулся. «И что же это?» Удивленно сказала женщина. «Ничего особенного», — небрежно сказал мужчина. «Я хочу позаимствовать твоих подчиненных, кровавого змея ранга великого духовного генерала». Женщина изумленно спросила: «Кровавый змей?
Зачем он тебе? Мне нужно, чтобы ты нашел мне кровь для жертвоприношений. Мужчина сказал, мне нужно, чтобы он истребил несколько духовных существ низкого ранга из племени летающих духов. Они находятся на 2-м уровне, поэтому мне уже слишком поздно разбираться с ними. Нет транспортной формации, которая могла бы отправить меня туда, поэтому я могу положиться только на тебя. Немного помолчав, женщина фыркнула и равнодушно сказала, «Зачем тебе кровавый змей ради нескольких духовных генералов? Меня не волнует, что ты собираешься делать с моим кровавым змеем, но я согласна, если ты отдашь мне то духовное маскирующееся дерево. В противном случае сделки не будет». Мужчина спокойно сказал, «Хорошо, но у меня есть одна просьба. Я хочу душу существ летающего духовного племени. После того, как убьешь их, пусть кровавый змей доставит их мне». «Пустяки. Отправь мне их внешность и местонахождение», — мягче сказала женщина. «Конечно». Минутку, мужчина протянул палец к жемчужине и осторожно закрыл глаза, посылая информацию своим духовным чутьем. Спустя несколько мгновений мужчина убрал пальцы и открыл глаза. «Я знаю их последнее местонахождение. Ты должна с легкостью найти их своим кровавым змеем. Я буду ждать хороших новостей. Поскольку они являются всего лишь обычными духовными существами, это не займет много времени. Но если твоя информация неверна», — женщина холодно рассмеялась. «Если информация неверна, фея Му может отменить обмен», — сказал мужчина с улыбкой. Обладая своими способностями, он, естественно, не ошибся бы в уровне культивации духовных существ обычного ранга. Если ты уверен, то так и быть. Я пошлю кровавого змея на 2-й уровень. Ты получишь новости через 3 дня, спокойно сказала женщина. Затем с красной вспышкой шара связь оборвалась. При виде этого мужчина выглядел скорее удовлетворенным, чем гневным. Он вынул на жемчужину и пробормотал, с кровным змеем ранга великого духовного генерала им будет нелегко справиться. Если они действительно потерпят неудачу, это докажет, что эти старики из племени летающих духов действительно проникли в земную бездну. Лучше разбираться с этим осторожно. Мужчина сел в свое кресло и быстро заснул. На 3-м уровне земной бездны, в большом зале, построенном из черного дерева, на вершине 3-метрового золотого цветка восседал нечеткий силуэт. Он неподвижно взялся руками за подбородок. Недалеко от них сидели 2 ряда черных фигур разной высоты. Их было 16. Через мгновение черная фигура, сидящая на цветке, подняла руку и выпустила зеленую полосу, которая быстро исчезла в воздухе. Через мгновение снаружи грянул грохот грома. Малиновый свет вспыхнул из ворот зала, и внутрь хлынул кровавый туман. Кровавый туман исчез, обнажив демона с головой змея и человеческим телом. Он почтительно поклонился фигуре, сидящей на золотом цветке, и хрипло сказал, «Могу я спросить, для чего госпожа призвала Сюэду?» Черный силуэт сказал холодным женским голосом, «Сюэду, ты временно откажешься от сбора крови и перейдешь на 2-й уровень». У нее был тот же голос, что и у Муцин, женщины, которая говорила с эксцентриком Дисюэ. «Как прикажет госпожа». У демона с головой змея была красная голова с неописуемой жестокостью в глазах, но, несмотря на это, он говорил с черной фигурой с величайшим уважением. Женщина махнула рукой и кинула ему черную бамбуковую трубку. На 2-м уровне есть несколько духовных существ обычного ранга из племени летающих духов. Телепортируйся туда, убей их и доставьте их души эксцентрику Сюэ. Это их последнее известное местоположение и их внешность. Обрати внимание, что существа племени летающих духов могут быть довольно странными. Если что-то пойдет не так, сообщи мне об этом как можно скорее. Теперь иди. Как прикажет. Демон с головой змея принял трубку и расплылся, выстрелив в кровавый туман. Туман несколько раз сверкнул, а затем исчез. Женщина на мгновение взглянула на ворота зала и, отведя взгляд, сказала холодным тоном, «Хорошо, расскажите мне о прогрессе сбора крови на разных уровнях. Скоро будет следующая кровавая жертва. Хэйчжо, твоя очередь». Высокий силуэт встал и сказал, «Четырехкрылый змей 4-го ранга и яркий облачный скорпион — самые сильные звери, которых нам удалось схватить. Только трехглазая серая мышь и несколько других зверей прячутся на горе черного ворона. Мы временно не можем связаться с ними». Глава 1457. Небесная кровавая молния. Духовный огонь золотого ворона. На 2-м уровне земной бездны стояли 4 тусклые белокрылые фигуры с растрепанными волосами, сражаясь с убегающими черными скорпионами размером с метр. Хотя у скорпионов не было крыльев, они могли быстро летать по воздуху и выплевывать кислоту изо рта.
Более чем через час один из племени летающих духов решился и применил большую часть своей магической силы в грозной технике, выпустив шары сверкающего синего пламени и превратив 4 окружающих черных скорпионов в пепел. Наконец, черные скорпионы неохотно отступили. 4 существа из племени летающих духов глубоко вздохнули и смогли, наконец, расслабиться. Но прежде чем они успели что-то сказать, далеко в небе вспыхнул свет, и сквозь них поднялся кровавый туман. Кровавый туман был тихим и быстрым, как призрак. С несколькими вспышками он приблизился к 4 существам племени летающих духов и несколько раз облетел их. 4 священных ученика племени летающих духов сразу же встревожились, готовясь принять оборону. Кровавый туман холодно фыркнул и посмотрел на них безумными глазами. Взглянув на учеников, кровавый туман сказал ледяным хриплым голосом: «Хотя вы не те, кого я ищу, вам все равно не повезло встретиться со мной». Сказав это, из кровавого тумана грянул гром, и небо поблизости стало кроваво-красным. Облака окрасились красным, бурля и клубясь, как ураган. Нет, бегите. Это небесная кровавая молния. Когда один из 4 священных учеников увидел это, его лицо мгновенно побледнело, и он закричал в выступлении. Затем он в панике ринулся прочь в виде полоски желтого цвета. Остальные, услышав это, испуганно разлетелись в разные стороны. Но в это мгновение в воздухе грянул гром, и в небе сверкнули 4 кроваво-красных молнии, извиваясь в разные стороны и исчезнув с поля зрения. Мгновение спустя кроваво-красная молния появилась над 4 убегающими священными учениками и ударила вниз. Раздалось 4 жалких крика, и полосы света были мгновенно испепелены молнией. Трупы учеников дико мерцали в молнии, пока не превратились в пепел. Их защитные сокровища и духовный свет не оказали ни малейшего сопротивления. Кровавый туман взревел от смеха, и во вспышке яркого кровавого света туман улетел вдаль и вскоре исчез без следа. Вдалеке Хань Ли глубоко вздохнул и посмотрел перед собой. 7 священных учеников другого племени окружили их со злобными намерениями. Хань Ли спросил у них спокойным тоном: «Разве вы, господа, не собираетесь искать плод Ского пламени? Почему вы остановили нас?» «Наша раса Янь Пен не враждует с вашей расой», — угрюмо сказал Бай Би. Его лицо выглядело спокойным. У группы людей были темные крылья и темная кожа. Среди них был высокий мужчина. Заложив руки за спину, высокомерно сказал Хань Ли: «О самом деле между нашими расами нет разногласий, но Чижун и несколько других могущественных ответвлений пообещали награду за вас. Если бы вы не наткнулись на нас, мы бы намеренно не стали вас искать. Но теперь наша раса Черного Духа не станет упускать эту возможность». Священные ученики Черного Духа, окружавшие группу Хань Ли, равнодушно смотрели на них. В этот не было ничего удивительного. Раса Черного Духа не входила в число высших ответвлений, но они находились в верхней половине, намного превосходя более слабые ответвления, такие как Тянь Пен. Награда. Хань Ли нахмурился, найдя это несколько странным. Это все, что нужно сказать. Теперь ваши души не потеряются в загробной жизни, так что пришло время умирать. Их лидер не хотел больше говорить и враждебно махнул рукой. Другие ученики расы Черного Духа, увидев это, открыли рты и выплюнули черные перья. Изначально перья были всего размеров в дюйм, но, когда они объединились, перья мгновенно расширились до фута в длину. Они светились ярким светом, и по ним бродили черные талисманы. 6 учеников расы Черного Духа, окружавшие их, действовали вместе, размахивая перьями, выпустив на них волны черного пламени и окутав их со всех сторон. Бабах! Черное пламя превратилось в огромный огненный барьер и захватило всех 4 внутри. Эти ученики Черного Духа безжалостно атаковали их, планируя убить всех разом. Они явно не собирались пощадить и Цинься из расы Зеленой Ночи. Лей Лань, увидев пламя, мгновенно изменилась в лице и выпустил из своего тела серебряные молнии, создавая защитный барьер вокруг себя. Затем она встряхнула золотую тыкву на своем ожерелье, выпустив тонкую серебряную молнию, сделав ее пурпурной, что создало поразительное давление. Сделав это, Лей Лань быстро обратилась к Хань Ли с помощью передачи голоса. «Брат Хан — это духовный огонь Золотого Ворона расы Черного Духа. Он настолько страшный, что может поглотить нашу магическую силу и культивацию. Мы не можем допустить, чтобы он коснулся наших тел». Бай Би и Цинься были поражены и быстро активировали свои защитные сокровища. Затем они мгновенно выпустили вспышку золотого света и нити зеленого света от темного нефритового талисмана, блокируя черное пламя. Духовный огонь Золотого Ворона. Как интересно. Хань Ли улыбнулся, и казалось, что он совершенно не собирался предпринимать что-либо. Затем из его тела появилось радужное пламя. Каким бы мощным ни было черное пламя, но при соприкосновении с радужным пламенем оно трещало приглушенным грохотом. Произошла бурная реакция, похожая на ледяную воду и кипящее масло.
Ученики Черного Духа были ошеломлены. Их лидер прищурился и закричал: «Увеличьте силу пламени! Нас больше!» Даже если у этого человека есть способность временно блокировать пламя, долго он не продержится. Остальные сразу же подтвердили приказ и еще быстрее замахали перьями. Каждый из них даже выпустил из спины большую черную ворону. Большинство из них выглядели расплывчатыми, но те, что были более четкими, пульсировали слабым светом, ясно показывая, что они нестабильны. Когда появились истинные духовные проекции, черные перья сразу же увеличились в размерах, а пламя стало черным, как смоль. Пламя охватило воздух, искривляя его своим давлением. Внезапно раздался крик ворона. Пламя явно было активировано в полную мощь. Против такой мощи защита 3 других была на пределе. Они стали поспешно размахивать своими сокровищами, словно не могли больше держаться. Однако радужное пламя Хань Ли казалось бесконечным. По мере того, как мощь черного пламени увеличивалась, радужное пламя поднялось на метр в высоту и удерживало черное пламя на расстоянии. В этот момент лица учеников расы Черного Духа стали мрачными. Но прежде чем они успели что-то сказать, Хань Ли прищурился и посмотрел на остальных, кто боролись с пламенем. Он тут же выплюнул шар серебряного пламени, который с треском превратился в серебряную огненную птицу. Как только появилась серебряная огненная птица, она уставилась на черное пламя и весело вскрикнула. Расправив крылья, она увеличилась до метра в ширину. Не дожидаясь приказа Хань Ли, серебряное пламя перелетело на черное пламя. Черное и серебряное пламя с грохотом столкнулись, и вскоре тело огненной птицы, словно магнит, поглотило черное пламя в себя. Поглотивший небесное пламя дух изначально было сплавом других мощных огней. Кроме того, благодаря инстинкту, которым он обладает, он весьма искусен в пожирании различных видов пламени. Хотя пламя Золотого Ворона, которое они использовали, не было пламенем истинного духовного Золотого Ворона, которое могло растопить пространство и сжечь землю, с помощью Золотого Пера Ворона они могли использовать осколок божественного пламени Золотого Ворона. Это было то, что поглотивший небесное пламя дух с радостью был готов сожрать. Таким образом, когда птица, образовавшаяся из поглотившего небесное пламя духа, вошла в черный огонь, она сожрала его без остатка за несколько мгновений. Все ученики Черного Духа были ошеломлены. Лэй Лань и остальные были в восторге. В ярости лидер расы Черного Духа закричал: «Кто ты? Раса Тянь Пен не владеет такими техниками». «Мне не нужно тебе отвечать», — лениво сказал Хань Ли. Затем он расправил крылья и исчез в сиянии лазурно-белой молнии. Но как человек с богатым боевым опытом, лидер расы Черного Духа быстро среагировал и, взмахнув рукавом, сделал жест заклинания другой рукой. Внезапно из его рукава вылетела сеть черных нитей, но она была нацелена не на Хань Ли. Вместо этого он сам накрылся этой тонкой черной тканью. В другой руке появилась шара черной молнии, круживших снаружи, размером с чашу для риса. С раскатом грома Хань Ли появился рядом с черной тканью. Грянуло 3 удара, когда черная молния ударила Хань Ли. Однако вокруг него уже появились черные доспехи. Несмотря на то, что она разбила половину его брони, молния не причинила ему никакого вреда. Сохраняя равнодушное выражение, тело Хань Ли вспыхнуло золотым светом, раскрывая слой золотой чешуи. Затем его рука расплылась и стала двигаться быстрее звука, целясь на жизненно важные органы лидера расы Черного Духа. Хрясь. Золотая молния его пальцев прорезала черную ткань, как бумагу. Лидер расы Черного Духа почувствовал, как по спине пробежал холодок, и золотая рука пронзила его грудь. Как ни странно, на руке Хань Ли не было ни капли крови. Глава 1458. Плоды адского пламени и гнилостный лес. Лидер Черного Духа, не веря своим глазам, закричал и схватился рукой за грудь. Затем холодный блеск вспыхнул в глазах Хань Ли, и из его руки вырвался золотой свет, странным образом превратившись в метровый меч. Сверкнула вспышка яркого света, и послышался металлический звон. У лидера Черного Духа не только дрогнула рука, но и все его тело разрублено на части. Из разрубленного пополам тела показались хрустальное ядро и шар зеленого пламени. Его душа также была уничтожена световым мечом. Другие священные ученики расы Черного Духа побледнели от страха. Их лидер был высокоранговым духовным генералом, и его способностям и уровню культивации не было равных. Как мог священный ученик расы Тянь Пен смог убить его одним ударом? Вскоре 4 священных учеников Черного Духа яростно закричали и агрессивно нырнули к Хань Ли в виде больших черных ворон. 2 оставшихся безмолвно переглянулись между собой и вытащили перья, тут же улетев вдаль в черных полосах света. Хань Ли ухмыльнулся и исчез во вспышке лазурной молнии с раскатом грома. Большие черные птицы были поражены этим и невольно остановились.
В этот момент вспыхнул лазурный свет, и изображение крылатой фигуры появилось под одной из черных ворон. Прежде чем ворона успела что-то предпринять, рука фигуры двинулась, выпустив вспышку ослепительного золотого света. Ворона испугалась, но ее тело сразу же похолодело и разделилось на части. Половины туловища сразу же рухнули вниз, обрушив на землю кровавый дождь. Фигура внизу расплылась и снова странным образом исчезла. Вскоре после этого она появилась рядом с другой золотой вороной и, замахнувшись, выпустила еще одну полосу светового меча. Вторая ворона тоже была разрублена со скоростью звука. Его железные перья были не способны заблокировать атаку. Таким образом, фигура Хань Ли продолжала мерцать с призрачной ловкостью еще несколько раз, прежде чем он остановился в воздухе. Остальные 4 ученика Черного Духа уже были убиты. Однако Хань Ли на этом не остановился. Он взглянул на 2 учеников Черного Духа в сотни метров от них и бесстрастно расправил крылья, разрывая воздух полоской белого света. В воздухе раздался свист, и Хань Ли разрезал пространство. С огромной скоростью он пролетел всего 30 метров, а затем растворился в тонкой белой линии. Затем линия странным образом свернулась и исчезла в пространстве. Позади одного из отчаянно убегающих учеников Черного Духа раздались пространственные флуктуации, и появилась бело-лазурная линия. В размытом виде линия прошла сквозь его тело и, быстро развернувшись вокруг него, выпустила золотую вспышку. К тому времени, когда ученик Черного Духа был разделен на 8 частей, белая линия снова развернулась и исчезла. Вскоре лазурно-белый свет ярко вспыхнул над оставшимися учениками расы Черного Духа. В этой полоске белого света появился Хань Ли. Его рука безмолвно размылась, превращая маленький золотой меч в руке в плотный световой меч. Во вспышке золотого света он вонзился в голову существа внизу. В ужасе ученик расы Черного Духа просто сложил крылья и хлопнул себя по макушке. Из его крыльев вспыхнула вспышка черного света, превратившись в бесчисленное количество стрел, заполнив воздух плотным черным огнем. Затем из его черепа появился черный деревянный щит и превратился в черное облако, блокирующее свет золотого меча. Как бы то ни было, щит не смог противостоять остроте его облачного лазурного меча. Вспыхнул золотой свет, и черное облако разделилось на 2 части вместе с телом ученика Черного Духа. Стрелы из черных перьев просто были заблокированы в воздухе серым туманом. Когда серый свет пронесся мимо них, стрелы исчезли, в результате чего Хань Ли остался совершенно невредимым. Хань Ли посмотрел на трупы, приподняв бровь, словно что-то пришло в ему голову, и потянулся к ним. С шорохом черное перо длиной в фут вылетело из одного из трупов ему в руку. Хань Ли погладил перо в руке, рассматривая. Черное, как смоль, перо засветилось со следами золотого света. Слегка встряхнув, из них появились черные талисманные символы, превратившиеся в шары черного пламени, наполнив воздух запахом гари. Хань Ли с интересом рассматривал перо, и его рука внезапно вспыхнула черным светом. Внезапно в каждому из трупов полетел огненный шар, сжигая их дотла. Хань Ли кружил в воздухе на невысокой высоте, собрав все черные перья с трупов себе в руку. Во вспышке лазурного света Хань Ли внезапно вернулся к остальным. «Давайте продолжим путь». Хань Ли сказал это таким тоном, словно ничего не произошло. Лэйлань и остальные опешили, но, тем не менее, послушно кивнули в ответ. Через полдня Хань Ли прибыл в воздух незнакомой страны. Недалеко от него был небольшой густой лес. Большинство деревьев в лесу было чуть более 10 метров в высоту, но их листья были болезненно желтыми и источали гнилостный запах. Когда группа остановилась на краю густого леса, Хань Ли встал впереди и стал молча осматривать лес с угрюмым выражением лица. Байби и остальные не знали, о чем он думал. Они просто стояли в 10 метрах позади него, не решаясь встать рядом с ним. Все они с трепетом смотрели на Хань Ли. По правде говоря, с тех пор, как Хань Ли с легкостью убил 7 священных учеников Черного Духа, они осознали, насколько могущественен Хань Ли. Возможно, даже О Цин из легендарной расы 7 путей и Фэй Е из расы Нань Лун не были ему соперниками. Поэтому, пока они продолжали свой путь, Лэйлань и другие разговаривали с Хань Ли бессознательно с тоном благоговения, словно Хань Ли был одним из старейшин в их клане. С таким могущественным товарищем, как Хань Ли, у них не должно возникнуть проблем с прохождением испытания. В конце концов Хань Ли сказал мягким голосом: «И если я не ошибаюсь, это лес гнилых листьев. Это место, где наиболее сконцентрирована самая грязная ци на 2-м уровне. Нам повезло, что мы оказались здесь. Хотя наши шансы невелики, мы можем добыть плод адского пламени здесь. Что скажете, если мы потратим немного времени на поиски здесь, или вы желаете отправиться на путь Исичелос?» Все 3 нерешительно переглянулись, и Байби почтительно ответила: «Брат Хань, лес гнилостных листьев не очень большой.
Хотя наше духовное чутье ограничено, мы сможем его изучить всего за полдня. Чувствуя, что проблем нет, Хань Ли кивнул и сказал: «А, я понимаю. Полдня — немного. Мы можем здесь задержаться». Лэйлань и другие были счастливы это слышать. Если бы они могли найти здесь плоды адского пламени, им не пришлось бы рисковать искать их на 3-м уровне. Все трое быстро обсудили, и Цинься тряхнула рукавом, призвав еще дюжину марионеток-ящериц, выпустив их по разным частям леса. Лэйлань и Байби тоже подготовились. Лэйлань подняла голову и вызвала белую нефритовую коробку. После того, как она что-то пробормотала, крышка слетела с коробки, выпустив бабочек длиной в десятки дюймов. Они вспыхнули серебряным светом и улетели прочь. Крылья Байби задрожали, и оттуда вылетела дюжина маленьких золотых змей. В мгновение ока они зарылись под землю. После этого все трое, скрестив ноги, сели в воздухе, управляя своими марионетками и насекомыми, обыскивая лес. Хань Ли неподвижно парил в воздухе, полностью отделяясь от остальных. Время шло медленно. Несколько часов спустя Лэйлань и другие обыскали большую часть леса, но все было безрезультатно. Но после того, как они потратили столько духовного чутья на поиски, их лица слегка побледнели. Хань Ли заложил руки за спину и нахмурился. Он посмотрел на горизонт со следом шока в глазах. В этот момент он почувствовал мощную ауру, но она быстро замерцала и исчезла, заставив его усомниться в своих чувствах. Его глаза сверкнули. Не успел он подумать о том, чтобы рассмотреть это поближе, Лэйлань вскрикнул от тревоги и восторга. Хань Ли забыл об этом и удивленно обернулся: «Что? Ты в самом деле нашла плоды адского пламени?» Красивые глаза Лэйлань загорелись, и она взволнованно сказала: «Верно. Я действительно нашла дерево плодов адского пламени. Кажется, на нем 6 плодов. Большинство из них кажутся спелыми». Сердцебиение Байби участилось. Будучи не в состоянии сдерживать свои эмоции, он спросил: «Младшая боевая сестра Лэй, ты уверена?» «Верно, в земной бездне много фруктов, похожих на плоды адского пламени». «Младшая сестра Лэй, дай мне посмотреть», — дрожащим голосом произнесла Цинься. Женщина также отвлекалась от использования своих кукол. Лэйлань покачала головой и уверенно сказала: «Я не могу ошибаться. Хотя я впервые вижу это, и дерево, и плоды в точности соответствуют описанию». Хань Ли спокойно сказал: «Отлично, давайте проверим. Если нет проблем, нам не придется переходить на 3-й уровень». Изначально фрукты можно было найти на 2-м уровне, но шансы на это были не очень высоки. Хотя это не было невозможным. «Да, давайте проверим», — радостно сказала Лэйлань и быстро встала. Двое других тоже встали. Хотя они пытались выглядеть спокойными, их волнение читалось по глазам. Лэйлань шел впереди, и вечеринка взлетела на полную. Через четверть часа они прибыли в глубокую часть леса, покрытую серой ци. Лэйлань указала вниз и сказал: «Он здесь. Поблизости есть пруд, а на его берегу растут плоды адского пламени». Глава 1459. Адский шип кровавой реки. Глядя на туман внизу, глаза Хань Ли вспыхнули синим, что позволило ему ясно видеть сквозь него. Взмахнув рукавом, он выпустил поток ветра, рассеивая большую часть тумана. Показалось дно туманной местности. Рядом был пруд шириной около 300 метров, а в 30 метрах от него росли десятки невысоких деревьев, но большинство из них сгнило. У дерева с черно-зеленой древесиной на самой макушке были черные плоды размером с кулак. Поверхность плода была шероховатой, с множеством тонких трещин, и вокруг него клубилась черная ци. Это было довольно странно. Хань Ли прищурился. Плод был похож на тот, что был описан в записях. Другие, глядя на эти плоды, невольно улыбнулись. Байби радостно сказал: «Младшая сестра Лэй была права. Это действительно плод адского пламени». Хань Ли глубоко взглянул на них и спокойно сказал: «Снимите спелые плоды. Их хватит на всех. Если Чижун устроили нам засаду на 3-м уровне, пусть они и дальше ждут», — шутливо сказала Лэйлань, явно выражая свое хорошее настроение. У Цинься тоже было радостное настроение. Но когда все трое планировали спуститься, чтобы схватить фрукты, выражение лица Хань Ли стало мрачным, и он тут же поднял руку и указал на пустое место. Раздался громкий треск, и в воздухе появилась большая радужная рука. Он резко ударил вниз, и в ответ вспыхнул малиновый свет, призвав кроваво-красную руку для отражения атаки. Руки с грохотом столкнулись друг с другом. Радуга и кровавый свет переплелись и исчезли в мгновение ока. «Ох! Как интересно!» Кричали два разных голоса. Одним из голосов был Хань Ли, который просто обернулся и увидел, что произошло.
Другой голос принадлежал высокой фигуре в шаре кровавой ци, откуда появилась большая кроваво-красная рука. Хань Ли посмотрел на кровавый туман и торжественно сказал: «Кто ты такой и почему ты действуешь так скрытно?» «Это действительно подозрительно, что простой духовный генерал может меня обнаружить», зловеще рассмеялся человек в кровавой ци. Хань Ли моргнул, а затем махнул рукой остальным троим и строго приказал: «Спускайтесь вниз и соберите плоды адского пламени. Я разберусь с этим человеком». «Да». «Как прикажете». «Будь осторожен, брат Хань». Хотя Лэйлань и другие не могли увидеть силу фигуры из кровавого тумана, от серьезного настроя Хань Ли им стало не по себе. После этого все трое полетели к фруктам. Кровавая фигура взглянула на троих и странным тоном заговорила: «Что? Ебе очень интересуют эти фрукты. Хе-хе, хотя в них нет ничего особенного, приобрести их будет не так просто». Сердце Хань Ли дрогнуло, и он тут же высвободил свое духовное чутье. Он сразу же собирался предупредить их троих, но было уже поздно. Из пруда с грохотом поднялась волна, и оттуда вырвалось несколько розовых щупалец, обрушив плотный шквал из 1000 сосулек. Уже приземлившись на берегу пруда, они сильно испугались. Поскольку плоды адского пламени были позади них, они не осмелились увернуться. У них не было другого выбора, кроме как заблокировать удар своими способностями. Лэйлань хлопнула в ладоши и выпустила несколько плотных разрядов серебряных молний. Бай Би выпустил 1000 переплетающихся золотых нитей, а Цин Ся открыла рот и выплюнула зеленый туман. Эти три способности, объединившись, столкнулись с ледяным шквалом. Оглушительная сила удара заставила все троих отступить на несколько шагов. В результате многочисленных атак на землю полилась раскаленная жидкость, превращая ее в кровавое месиво. Из пруда раздался мучительный вой. Вскоре после этого поднялась ледяная волна, обнажив коричневого демонического осьминога. Глядя на них своими странными зелеными глазами, он вынул из воды несколько щупалец и потянул их вперед. Каждый поднялся на высоту более 30 метров. О голове демона росла густая прядь синего меха. Каждый раз, когда щупальце качалось, мех шевелился, словно разрывая пространство. Лэйлань и другие почувствовали, что их сердца ушли в пятки. Раненые щупальца были полностью восстановлены во нескольких вспышках яркого света. Демон высвобождал всю свою силу, рассматривая окрестности пруда как свою территорию. Он поднял голову и взревел, в то время, как его щупальца светились ярким синим светом, устремившись прямо в священных учеников. Поскольку все трое нацелились на плод адского пламени, они не могли позволить себе отступить, и им приходилось в лоб противостоять его атакам. С раскатом грома и множеством взрывов началась ожесточенная битва священных учеников с демоном. Наверху Хань Ли смотрел на происходящее, без следов беспокойства на лице. Хотя демон выглядел довольно свирепым, его определенно можно было победить. Главным врагом была кровавая фигура. С ним нужно быть осторожным. Хань Ли уставился на кровавый туман и спросил: «Какое ты имеешь отношение к кровавым марионеткам, которые появлялись ранее?» «Хе-хе, кровавые марионетки. Ты имеешь в виду, что эксцентрик Дисюэ уже посылал сюда своих людей? Не должны были убить тебя». «Хорошо, очень хорошо. Кажется, мое путешествие стоило того», — холодно рассмеялась кровавая фигура. Она явно не собиралась отвечать Хань Ли. Хань Ли нахмурился, чувствуя, как мечи в его теле дрожали от нетерпения. В этот момент раздался резкий свисток, от которого в ушах озвенело. Хань Ли был поражен. Прежде чем он осознал, что произошло, на него налетел холодный ветер. Тонкая, как волос, кровавая игла напала на расстоянии фута и собиралась воткнуться в его череп. На таком расстоянии Хань Ли едва мог среагировать. Он просто увидел кровавый блеск, и игла тут же оказалась перед ним. Губа кровавой фигуры зашевелилась, изображая злобную ухмылку. Он убил бесчисленное количество сильных противников этой способностью, и она еще ни разу не подводила его. Раздался металлический ляск. Тонкая проникающая игла закрутилась в воздухе и отскочила. Выражение лица Хань Ли сильно изменилось, и его рука рванула вперед, расплывшись, и схватила кровавую иглу. Улыбка на лице кровавой фигуры застыла. «Твое физическое тело способно заблокировать мой адский шип кровавой реки?» Кровавая фигура не верила своим глазам. Хань Ли безмолвно убрал пальцы и увидел, как кровавая игла стала извиваться у него в руках, словно живая. Он сразу же окутал иглу слоем радужного пламени. Лицо Хань Ли было неприглядным, а цвет его лица был бледным. Его объял страх. Его застали врасплох скрытой атакой, и он действительно был на грани смерти. Если бы не тело, которое было намного сильнее тела демонических зверей того же ранга с плотью, прочной, как магические сокровища, любой другой погиб бы от этого удара.
Несмотря на это, Хань Ли почувствовал, как его тело покрыло холодным потом. Прошло много лет с тех пор, как он почувствовал, что так близко соприкоснулся со смертью. Фигура в кровавом тумане была потрясена не меньше, чем Хань Ли. Его противник обладал невероятно крепким телом. Он невольно стал сомневаться, что Хань Ли — это существо из племени летающих духов или могущественный демон, принявший форму одного из них. Выражение на его лице дрогнуло. В этот момент Хань Ли медленно поднял руку, и в его глазах мерцал странный свет. Затем он холодно фыркнул. Фигура в кровавом тумане почувствовала, как его разум словно пронзил острый шип. Его мгновенно одолела острая боль. Хотя духовное чутье этого человека было намного сильнее, чем у демонов того же ранга, но его тело невольно качнулось от боли, согнувшись вдвое. Почти в то же время он едва успел почувствовать дуновение ветра позади себя и почувствовал странную холодность, приближающуюся к его пояснице. Кровавая фигура тут же встревожилась и попыталась увернуться, но боль его духовном чуть отвлекла его, замедлив его движение. Он невольно вскрикнул, вызвав вокруг себя странную броню из лазурной чешуи во вспышке красного света. Хрясь! Золотой свет врезался в его броню. Он проник всего на несколько дюймов, а затем полностью остановился. Золотой свет исчез, открыв сверкающий золотой меч длиной фут. Это был один из лазурных облачных мечей Хань Ли. В 10 метрах от кровавого тумана стоял Хань Ли с удивленным выражением лица. В то же время, когда он использовал свой шип подавления души, он сразу же использовал молниеносное движение, чтобы переместиться и атаковать кровавую фигуру сзади. Но он не ожидал, что фигура вновь обретет ясность и вызовет странную чешуйчатую броню, которая сможет заблокировать его острый лазурный бамбуковый меч. Что за прочная броня? Хань Ли был поражен. «Ты сам напросился». В это мгновение фигура в кровавом тумане оправилась от шипа подавления души и почувствовала непрекращающийся страх от удара Хань Ли. Она пришла в ярость и выпустила изо рта малиновый луч. Однако Хань Ли не так легко было атаковать. Взмахнув крыльями, он исчез во вспышке лазурно-белой молнии. Через мгновение Хань Ли появился на своем прежнем месте. Выражение его лица было спокойным, словно ничего не произошло. В этот момент он услышал рев, и кровавый туман рассеялся. Показалась истинная внешность кровавой фигуры — это был кроваво-красный демон с головой змея и телом человека. Кровавый змей. Хань Ли прищурился. Глава 1460. Небесная кровавая молния. Узнав демона, Хань Ли очень удивился и испугался. Он не в первый раз видел этого демона. Он убил видоизмененного ядовитого водяного дракона еще в море рассеянных звезд мира смертных, и он выглядел точно так же, как этот демон. Однако этот кровавый змей не был демоническим зверем 8-го ранга, а был грозным существом стадии пространственного закаливания. После обмена атаками он понял, что способности демона чрезвычайно устрашающие. Он не был обычным существом на стадии пространственного закаливания. Мысли Хань Ли быстро переменились, размышляя, сможет ли он справиться со своим противником. Кровавый змей взглянул на Хань Ли и торжественно сказал: «Это действительно странно, что обычный духовный генерал смог меня ранить. Неудивительно, что моя госпожа предупреждала меня об этом». «Твоя госпожа». Хань Ли почувствовал, как его сердце задрожало. За этим устрашающим демоном стадии пространственного закаливания стоял великий демон на стадии интеграции тела. Как такое существо в земной бездне могло наткнуться на него, он прибыл сюда впервые. Сбитый с толку Хань Ли помрачнел. Кровавый змей загадочно улыбнулся со странным выражением на лице. «И если ты сможешь заблокировать мой следующий удар, я немедленно развернусь и пощажу тебя на время». Сказав это, демона не заботило изумленное выражение лица Хань Ли. Он сделал жест заклинания, и из его тела вырвался багровый свет, и во все стороны распространился плотный поток кровавого тумана. Кровавый туман, который ранее рассеялся, вернулся, взбудораживаясь, скрывая тело алого змея. С помощью странного заклинания поток кровавого тумана начал формировать в небе огромное кровавое облако. Облако загрохотало, сверкая малиновым светом. Что это за способность? Сердце Хань Ли дрогнуло. Хотя облако еще не начало испускать раскаты молнии, сам вид этого облака вызвал у Хань Ли необъяснимое чувство страха. Не раздумывая, он хлопнул себя по голове и окутал себя туманом серого света. После этого на макушке у него вспыхнул лазурный свет, призывая небесный котел. Он выпустил бесчисленные мерцающие лазурные нити, образуя вокруг себя серый защитный барьер. Несмотря на это, Хань Ли все еще не чувствовал себя в безопасности и выпустил все 72 летающих меча. Вращаясь вокруг него, они тоже образовали защитный барьер.
Его золотисто-серебряная молниеносная одежда также превратилась в слои золотых и серебряных талисманов перед ним. Поднялся черный туман, и он призвал свою зловещую броню. В одно мгновение Хань Ли возвел 5 слоев непреодолимой защиты. Затем Хань Ли поднял руки и выпустил перед собой небольшую гору высотой в фут. Он щелкнул пальцами другой руки, выпустив 5 пульсирующих белых черепов, вокруг которых блуждало пламя разного цвета. Кровавый змей при виде этого почувствовал, как его сердце подпрыгнуло, и ненадолго замялся. Он быстро распространил свою кровавую эссенцию в своем теле и указал на кровавое облако в небе. Облако вспыхнуло ослепительным светом. Вслед за этим из облака вырвалось 9 дуг кровавых молний, которые яростно рассекли небо, поражая Хань Ли 3 волнами. Каждая новая волна молний была сильнее предыдущих. Трижды грянул гром. Первая волна ударила по серому легкому туману 2 молниями. Даже мощь эссенции божественного света была рассеяна 2 разрядами кровавой молнии. Вторая волна ударила 3 разрядами. Во вспышке от яркого взрыва лазурная сеть с легкостью растворилась и ударила по барьер из мечей. 72 облачных бамбуковых меча, казалось, были воображаемой защитой. Кровавая молния ударила прямо сквозь него и атаковала талисманные иероглифы, образованные молнией. Внезапно раздался сотрясающий мир раскат грома, и талисманные иероглифы превратились в шары молнии, блокирующие кровавые молнии. 3 молнии походили на змей, пытающихся заползти вниз, но золотисто-серебряная молния яростно взорвалась, демонстрируя удивительную силу, не смирившуюся с поражением. Но было ясно, что кровавая молния была сильнее. Она вспыхнула ярким светом, рассеивая серебристо-белую молнию. 3 истонченных вспышки кровавой молнии обрушились на зловещую броню Хань Ли и выпустили 2 приглушенных взрыва. Хань Ли с трудом выдержал этот удар. В этот момент должна была ударить последняя волна из 4 самых толстых молний. Выражение лица Хань Ли помрачнело. Не делая других движений, он выпустил из своего тела яркий золотой свет. Появилась трехглавая шестирукая проекция. Она двинулась вперед, блокируя 6 своими руками 4 разряда молний. Хотя проекция истинного первозданного дьявола была полой, она обладала невероятной мощью. Все его 6 рук зашевелились и превратились в шары размытых золотых молний. Во вспышке яркого малинового света кровавые молнии врезались в золотую молнию. Обе стороны врезались, и наступила тишина. Вспыхнули 2 вспышки кровавых молний, а от 6 шаров золотого света не осталось и следа. 2 вспышки кровавой молнии беспрепятственно попали прямо в макушку Хань Ли. Фигура Хань Ли расплылась, и он сцепил руки вместе, а затем он потянулся к небу голыми руками и встретил 2 молнии кулаками. Прежде чем в его кулаки ударила молния, они внезапно увеличились в несколько раз. Серый туман и блуждающее радужное пламя кружились вокруг кулаков и, казалось, сжимали близлежащий воздух. Грянуло 2 взрыва. Во вспышке яркого света рукава Хань Ли превратились в пепел, обнажив блестящие золотые чешуйки на его коже. Его кулаки и молния вспыхнули, превратившись в серый пепел. Хань Ли отлетел назад и начал падать, но вскоре ему удалось восстановить равновесие. Он поднял голову и посмотрел на кровавого змея вдалеке. Холодные глаза Хань Ли, казалось, говорили, что он не пострадал. Кровавый змей почувствовал, как его кровь застыла в жилах, и он не мог скрыть своего удивления. В этот момент кровавое облако вспыхнуло еще несколько раз, а затем исчезло, исчерпав свою силу. Хотя кровавый змей был безмерно удивлен, он не смирился и угрюмо сказал: «Ты действительно смог выдержать мою 12-кратную небесную кровавую молнию». Однако это не было моим истинным искусством культивации. И как только я разовью это до более глубокого уровня, я смогу выпустить 4 волны кровавых молний. Однако ты больше не сможешь выдержать мою атаку. Когда Хань Ли услышал это, в его глазах мерцал синий свет, и его тело расплывалось, прежде чем он исчез. В этот момент над кровавым туманом пронесся шторм, за которым последовало причудливое появление Хань Ли. Он яростно поразил его десятками световых мечей. Когда свет меча пробивался по воздуху, пространство поблизости загудело, оставляя за собой белые полосы. В мгновение кровавый туман растворился в свете меча. С таким количеством ци меча смутная фигура мгновенно разлетелась на бесчисленное количество частей, но когда кровавый туман рассеялся, ничего не осталось, не говоря уже о трупе кровавого змея. Хань Ли был ошеломлен. Прежде чем он успел оглянулся, дикий смех кровавого змея раздался в 300 метрах от него. «Поскольку ты выдержал мою небесную кровавую молнию, я не рискну продолжать сражаться с тобой. Как только я доложу об этом своей госпоже, она непременно заинтересуется тобой. Думаю, мы скоро увидимся». Хань Ли быстро обернулся и услышал только звук колебания пространства и слабое кроваво-красное мерцание.
Затем вспыхнул свет, и в небе промелькнула кроваво-красная полоса. Используя какую-то странную технику передвижения, кровавый змей смог преодолеть более 300 метров всего за несколько мгновений с, казалось бы, обычными движениями. Через несколько вспышек он был у горизонта, а затем исчез. Эта скорость превышала даже все возможности его молниеносного перемещения. На лице Хань Ли промелькнуло изумление, но он остался парить в воздухе. Через мгновение он поднял руки перед собой. Его кристально-белые руки теперь были слегка черными и опаленными. Он молча смотрел на них. Кровавый змей должен был быть высшим подчиненным демона на стадии интеграции тела. Если бы он действительно сражался насмерть с этим кровавым змеем, его шансы на победу не превышали бы 70%, даже если он использовал своих золотых прожорливых жуков. Небесная кровавая молния была поистине ужасной. Не только его сокровища не могли ее заблокировать, но и его облачные бамбуковые мечи оказались бесполезны. Со слов змея, эта способность даже не была полностью развита. От мысли об этом сердце Хань Ли забилось быстрее. Однако больше всего Хань Ли беспокоила госпожа, о которой упоминал кровавый змей. Было очевидно, что она была ему не соперницей. Хотя Хань Ли сильно сомневался в том, как он спровоцировал такого грозного врага, у него не было времени подумать над этим вопросом, и он мог только убраться отсюда как можно скорее. Как только он вернется туда, где находятся старейшины племени летающих духов, этот великий враг не сможет ничего с ним сделать. Через некоторое время Хань Ли обдумывать это. Затем он повернул голову и увидел, что трое учеников все еще сражаются с гигантским, похожим на осьминога, демоном. С холодным блеском в глазах он послал вниз золотую полосу света. Когда Лэйлань и другие увидели эту золотую полосу, на них полился кровавый дождь. Первоначально устрашающий осьминог вместе с десятком его щупалец был разрублен на тысячи частей, разбрызгивая кровь во всех направлениях. Золотой свет погас, и над разрубленным трупом демона появился Хань Ли. Он взглянул на троих и холодно сказал: «У вас есть время сделать 13 вдохов, прежде чем я вернусь. Торопитесь, соберите фрукты цкого пламени. Я не буду ждать никого из вас». Безо всяких эмоций в голосе проговорил Хань Ли.